Вот такая вот видеокамера, экшн-камера можно называть ее, которую я приобретал еще в 2015 году. Использую ее активно в качестве, так скажем, видеорегистратора на своем велосипеде. Когда я делал обзор в 2015 году, я считал, что камера неразборная и установленный здесь аккумулятор со временем невозможно изъять и заменить. За 5 лет эксплуатации емкость встроенного аккумулятора упала до 271 мАч. Этого заряда хватает всего лишь на 50 минут работы. И настало время его заменить. Чтобы камеру разобрать, необходимо выкрутить заднюю крышку. Напомню, что камера водонепроницаемая, то есть везде есть резиновые кольца. Далее крышку объектива можно снять. Она такая простенькое стекло, и вот это колечко резиновое здесь также установлено. Снимается вот эта накладка, она на двустороннем скотче крепится. И выкрутить два винта. Здесь достаточно глубокие отверстия. У меня есть вот такая отвертка, она несколько широковатая. Ну, в принципе, плотно, если туда вставить, то можно выкрутить. Там два винтика. Тут надо быть аккуратным, чтобы не поцарапать линзу объектива. Вот один винт. Эта часть вот передняя пластиковая, сам корпус алюминиевый. Вот выкрутил крышку. И второй винт. Винты длинные. Так, здесь у нас имеется вот такая пластиковая часть передняя. Вижу здесь две платы. Одна плата под кнопки, вторая спереди, также она на винтах двух. Так, здесь вклеен микрофончик. Вот его отверстие в корпусе снизу. Он даже не вклеен, он просто лежит. Так, извлеку немножко. Так, и передняя плата крепится также на двух винтах под крестовую отвертку. Винты вот так вот сверху находятся. Платы соединены шлейфом, достаточно широким. Вот эта плата оптики, она также закреплена на двух винтах. Ага, придавил немножко вниз плату, вот эту с кнопками, и весь блок извлекается. Так, извлекли из корпуса, здесь установлен аккумулятор. И вот таким образом аккумулятор здесь просто впаян в плату. Так, на 3,7 вольта, CM14500 формат. Тут, по-моему, дата что-то, апрель 2015. А вот этот весь футляр, корпус его, выполнен из пластика. Металлический только внешний корпус камеры. Верхняя плата с кнопками крепится с помощью одного разъема. Вот этого вот, то есть он как бы вот так помещается внутрь. Внутри плата выглядит таким вот образом. Картридер. Поскольку видеокамера записывает в разрешении 1080 пикселей 30 кадров в секунду, это максимальное, и 720 пикселей 60 кадров в секунду, то никаких радиаторов для охлаждения видеопроцессора здесь нет. Так, а здесь вот спрятан под корпусом небольшой вибромоторчик. Еще плата с переключателями зафиксирована здесь на двух винтиках. Чтобы не растерять все винты, детальки, собрал пока вот таким вот образом. В ожидании аккумулятора заказал, кстати, на AliExpress. Итак, минуло 2 месяца, за это время у меня поменялся даже стол, и наконец я получил эту посылку. Ну, купил, конечно же, на AliExpress за $5.56 два аккумулятора типа 14500. Ну, потому что значительно дешевле, чем в моем городе. Брал в официальном магазине бренда Palo. Посылка доставлялась из Китая через Польшу, Украину и уже после в Беларусь. Хорошо, что был трек-номер, который отслеживался на всем пути. Такие аккумуляторы по габаритам совпадают с типом 2А, но напряжение их выше. Не 1,2 вольта, как никель-металл-гидрид, никель-кадмий, а 3,7 вольта. Потому что это литий-ионные аккумуляторы. И заявленная емкость у них 900 мАч. О, они даже в таком пластиковом боксе пришли. Да, емкость 900 мАч, бренд вот такой Palo. Вес полностью заряженного аккумулятора составляет 20 грамм. Сейчас протестирую, измерю емкость и затем заменим. Ну а пока что можно вскрыть этот аккумулятор, выпаивать его не буду, наверное. Все равно у него там плата защиты какая-то установлена. Сорву этот кембрик аккуратно.
Да, присутствует здесь плата защиты, поэтому припаяюсь прямо к этим полоскам. При разрядном токе 250 мА первый аккумулятор выдал 856 мАч емкость, четвертый аккумулятор 879 мАч. И закачали в себя, причем даже не нагрелись. Так, первый 907 мАч, четвертый 929 мАч. Хорошие аккумуляторы можно брать, ссылка в описании. Паять буду вот такой ортофосфорной кислотой. Так, и здесь тоже так. Так, пожалуй, здесь готово. Так, это минус. Необходимо как можно плотнее все это совместить, поскольку тут тоже под нее размер небольшой. И минусовой контакт запаял. И теперь все это нужно заизолировать. Сначала торцы надо хорошенько заклеить. Так, запаковал. Так, вот собрал опять все как было. Так, для проверки надо вот эту, по-моему, кнопочку зажать. Все запустилось, работает. Выключаю. И собираю уже в корпус. Микрофон должен быть попасть в этот паз. Здесь маленькое отверстие, всего там пару миллиметров или 1,5 даже миллиметра. Все, таким вот образом и фиксируем на 2 винта. Так, камера собрана. В корпусе вот такое крепление под 1/4 резьбу. Специальный есть кронштейн для крепления на руль велосипеда. Теперь проверю качество записи и вообще работоспособность этой камеры. Она сейчас включена, горит синий светодиод. Для записи надо однократно нажать на эту кнопку. Трехкратный зум, загорелся красный светодиод. Камера работает уже больше часа, происходит циклическая запись. Можно выбрать продолжительность настроек, как там 1, 3, 5 минут. Ну, пирометр показывает до 30 градусов температуру, но реально в руках ощущаю теплоту. То есть температура выше температуры человеческого тела. Слегка теплая. Правда, в движении потоки ветра ее больше охлаждают. Но так статично, когда она лежит, она так чувствуется, греется. Так, камера выключилась, кстати. 1,5 часа отработал на этой батарейке. Так, включу еще раз. Может, просто какая-то ошибка на карте, она выключилась. Да, все запустилось, все работает пока что. Нет, все же опять выключилось. 1,5 часа на полностью заряженном аккумуляторе 900 мАч. Эта камера работает. Но я с вами прощаюсь. Увидимся на канале. Подписывайтесь, оценивайте это видео. И до скорой встречи. Пока.